Дорогие друзья, всем доброй ночи. Я хочу подарить вам ритуал. Точнее, я решила подарить всем этот ритуал, поскольку во время встречи Ивану, который прилетел, нет, не прилетел, извиняюсь, приехал на поезде, да, сказал, что авиабилетов нет. Ненадолго приехал на встречу, нашу общую встречу со всеми зрителями, которых мы пригласили. И когда я подарила ему книгу, впрочем, как и всем подарила, «Скоропомощник», я написала одну часть, маленький такой куплет из большого заговора. И сказала, что это заговор на удачу. И что эти слова никто не знает теперь, кроме меня и его. И это правда. У меня есть определенное количество заговоров на шумерском языке. Но, как я вам говорила, мой зритель должен быть готов. К этому всему нужно подходить постепенно. Шумеры давно уже вымерший язык и народность, которая слилась с другими народами, с ассирийцами, с арабами, с египтянами, с народами Междуречия, которые сейчас там живут. Но, как и у всех ушедших, вымерших народов, их традиции, обычаи, слова, выражения остаются у тех народов, которые становятся их наследниками. На этом языке уже не говорят много тысяч лет. Больше 4000 лет, наверное. Но эти заговоры передавались из уст в уста и сохранились до этого дня. То, что я вам передам, ни у кого нет. Это родовые знания одной ассирийской ведьмы. Я не хочу называть ее имя, хотя, пожалуй, назову. Просто дело в том, что ее сейчас нет в живых. Она это мне передала лет 10 назад. И очень хотела ее сноха стать наследницей вот этих знаний. Но у них как-то отношения не сложились, и она сказала, что она ей эти знания передавать не хочет и не будет. Но мне передала некоторые заговоры на шумерском языке. Есть и ассирийские заговоры, но, наверное, я пока еще не знаю. Я подумаю, стоит ли они слишком сильные и слишком большая ответственность отдавать просто так людям. Имею в виду взять и отдавать. Нужно к этому подготовить людей. Но, по крайней мере, я подумаю об этом. Звали ее Шаке. И она мне передала и попросила никому не говорить. Но если кто-то услышит из ее родственников, я эту тетрадь вам отдавать не буду. Учтите, потому что это передано мне. Человек мне доверила, значит, это мое. И не важно, что она была ваша бабушка и свекровь и прочее. Не захотела она вам оставить. Насколько она говорила, что ее сноха хочет этим заняться ради денег. А ради денег заниматься нельзя, нужно заниматься для того, чтобы прославить эти силы, а деньги сами придут. А если цель изначально деньги заработать, то такому человеку знания отдавать нельзя. Ну, может быть, она и понимала в том числе, что у нее ничего не получится, но и не хотела поганить свои знания, отдавая ей. Ну, как бы там ни было, одним словом, это передано ей.
Это на шумерском языке. Призыв, насколько я поняла, некого старца, некого духа, который приходит в виде старца и помогает в трудную минуту. То есть это ритуал на удачу, чтобы дело сложилось удачно. Вы можете этот заговор читать утром, когда открываете магазин, если вы хотите, то есть если вы должны что-то продать, ну и прочее. На удачу в делах. В чем угодно. В торговле, в разговоре, в путешествии, в приобретении, в продаже. Чтобы у вас это получилось. Итак, как обещала, передаю всем. Всем этот заговор на удачу. Ахоллаим миарха, вео миарха, авшарум, авшарум, маке аияма, аджу манджи, аэлохим, захим, сарея, аджума, аджака, ал-сарути, дабуту, сутабулу, о апкалло, маи аде, бын абну, сутобулу, оигигалу, ахулаим миарха, вео миарха, авшарум, авшарум, мике айяма аст. Такой удивительный язык. Может быть, даже в каких-то языках еще остались эти отголоски и похожие слова. Может, даже узнаете кто-нибудь какое-нибудь схожее слово с шумерским. Итак, еще раз. Ахулаим миарха, вео миарха, авшарум, авшарум, маке айяма, аджу манджи, аэлохим, захим, сарея, аджума, аджака, ал-сарути, дабуту, сутабулу, о апкаллу, маи аде, бын абну, сутабулу, о иги галу, ахулаим, миарха, вео миарха, авшарум, авшарум, мике, айяма, аст. Читать примерно 7 раз, 7-12 раз. В принципе, почему именно такие цифры? В шумерской магии именно 7, 12, 22. Вот эти цифры часто приводят. Видимо, в этом ключ, собственно говоря. Читать можно в любое время, утром, вечером, когда угодно. Когда вам нужна удача, когда вы хотите, чтобы удачно решилось какое-либо дело. Вот перед тем, как начать, начитали, а потом, собственно говоря, пошли это дело проводить. Давайте еще раз. Ахолаим миарха, вео миарха, авшарум, авшарум, маке айяма, аджу манджи, аэлохим захим, сарея, аджуме, аджака, ал-сарути, дабуту, сутабулу, о апкалу, маи аде, бын абну, сутабулу, о иги галу, ахулаим миарха, вео миарха, авшарум, авшарум, мике айяма, аст. Этому заговору много тысяч лет. Может быть, не может, а больше 5000, потому что шумеры как раз в это время и были в самом рассвете. Считается, что шумерская магия, шумерская астрология, она до сих пор, она стала как основой всего того, что
у нас есть в сфере этих направлений. Многие говорят, что древние люди были необразованы, поэтому верили в магию. Вы знаете, мы ничего не придумали. Все, что древние люди придумали для нас, мы этим пользуемся до сих пор. Римское право придумано теми самыми древними людьми. Представляете? Закон Хаммурапи лег в основу уголовного права и прочее, прочее. Так если бы древние люди были настолько необразованные, не понимающие, глупые, как вы считаете, и верили в магию, то почему же они настолько практично правили своими странами, своими империями, как не можем сделать мы? И почему же их наработки и все, что они создали, легли в основу нашего бытия и нашей жизни? Это говорит о том, что древние люди были намного умнее нас, рациональнее, разумнее и жили согласно разуму, трезвому разуму. Следовательно, они понимали, что эти силы реальны, существуют, и что люди, которые колдуют, они обладают силой. Так что древние люди умнее нас были, когда верили, понимали и почитали эти силы. И жили дольше, лучше и счастливее нас. Всем удачи!